Друзья, приветствую вас! Это утренний выпуск. Давайте рассмотрим, какие основные события и страшные происходили, что нам ждать на открытие по доллару, рублю, евро, основным индексам и показателям. Так, но если мы смотрим календарь, то у нас сегодня одно значимое событие, которое очень существенно может повлиять на курс евро и вообще на все остальное. Это выступление председателя ЕЦБ Лагарда. Так, ну и что примечательно, в пятницу обстоятельства сложились таким образом, что по данным СОТ СФТС, лонги по рублю закончились, американские трейдеры начали переходить в шорт, то есть вера в рубль какая-то небольшая, которая оставалась, она пропала, и уже все как бы делают ставку на то, что рубль к доллару будет ослабляться. Так, ну вот евро-доллар, соответственно, здесь ситуация не такая критичная, то есть наоборот, ожидают отскок и рост евро к доллару. Данные СОТ СФТС это данные по позициям на вторник, они выходят в пятницу, но тем не менее есть определенная положительная корреляция между тем, как происходит изменение вот этих данных и движением актива в начале следующей недели. То есть сейчас американские трейдеры сделали ставку на то, что рубль будет слабеть. Так, вот по NASDAQ здесь ставка на то, что NASDAQ будет продолжать снижаться. И причем шорты по NASDAQ они продолжают наращивать усиленно. Так, ну а кстати по S&P ситуация обратная. По S&P наоборот делают ставку на то, что S&P будет расти. Ну, кстати, по нефти тоже достаточно позитивные ожидания. Здесь, соответственно, делают ставку на то, что нефть продолжит рост. Ну, на самом деле, скорее всего, нефть она продолжит движение в боковике. То есть тут такого роста глобального не будет. Так, ну и вот по золоту. По золоту делают ставку на то, что золото будет продолжать проседать. Так, ну и данные по буровым установкам активным Baker Hughes. Здесь как бы данные все сводятся к тому, что дно нащупано, оно в районе 180 находится. И постепенно здесь начинается консолидация и попытка роста. То есть текущие цены на нефть создают предпосылки для того, чтобы в той или иной степени американская нефтянка она задышала. Так, друзья, ну давайте немножко к новостям вернемся. Ну в Америке продолжается накал, предвыборная гонка. Трампу вменяют то, что он не платил подоходный налог надлежащим образом. И заблокировали его решение по ТикТоку в судебном порядке. Но здесь оно все идет своим чередом, то есть просто идет разыгрывание политической карты. Трамп или Байден вытаскивают сначала то против одного, то против другого. Здесь только хотел обратить внимание, что все-таки сейчас больше всяких карт, но негативных моментов вытаскивают именно про Трампа. То есть, когда такое происходит, кого-то начинают усиленно в средствах массовой информации давить, это говорит о том, что на самом деле у этого кого-то, у него позиции достаточно сильные. Тем не менее, соцопросы, они показывают, что Байден на текущий момент лидирует. Но здесь как бы ситуация, она и в прошлый раз на выборах, когда победил Трамп, соответственно, проводимые опросы, они какое-то время показывали, что победят именно демократы, но победил Трамп. Поэтому здесь, может быть, вполне резонно Трамп апеллирует к тому, что есть некая глубинная Америка, которая особо в вопросах не участвует, но которая приходит на выборы и голосует за него. И вот судя по его такому довольному лицу, возможно, он надеется на то, что он и в этот раз победит за счет своей глубинной Америки. Так, ну вот на этих выходных у нас, к сожалению, появилась новая напасть. Это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Я ничего не хочу сказать, но как-то подозрительно этот конфликт активизировался, когда Турция сократила покупку российского газа и российской нефти. То есть, я не знаю, совпадение, может совпадение. Вот здесь очень чувствительный момент на самом деле кроется, потому что и вообще там много этнических противоречий из-за территорий. В свое время таким образом в Советском Союзе была построена политика, которая вот она в перспективе привела к тому, что народы, они, соответственно, стали конфликтовать. Здесь вот эта ситуация, она в среднесрочной перспективе чревата значительным давлением на рубль. Сейчас локально, скорее всего, никакого негатива она, я думаю, не вызовет.
Но в перспективе, когда России придется в той или иной степени кому-то по-большему способствовать, то есть, скорее всего, это будет Армения все-таки, потому что Армения, она считается стратегическим партнером России. С Азербайджаном в этом регионе есть некая конкуренция, потому что Азербайджан поставщик энергоносителей. И, собственно говоря, я думаю, вот конфликт, он как раз и связан с этим моментом. Но и в среднесрочной перспективе Россия так или иначе, наверное, будет принимать сторону Армении. Соответственно, это может привести к ответным действиям со стороны Турции, раз. И с другой стороны, то есть могут возникать обвинения со стороны международного сообщества относительно того, какую роль Россия играет в этом конфликте. И, соответственно, в перспективе это опять же может привести к новым санкциям. Так, друзья, давайте рассмотрим, что у нас происходит с фьючерсами, какие ожидания у юридических лиц, которые нередко определяют движение на рынке. Так, вот пара рубль-доллар. Здесь юридические лица делают ставку на отскок доллара и рост доллара против рубля дальнейший. То есть, судя по изменениям позиций, юридические лица уверены в том, что сегодня мы, возможно, увидим 80 в паре доллар-рубль. Ну, во всяком случае, вот такое соотношение, оно указывает на то, что вероятность движения вверх доллара к рублю или хотя бы какой-то задерг перед откатом вполне реалистичны. Так, евро-рубль. Ну, здесь аналогичная ситуация. Сделают ставку на то, что евро будет к рублю укрепляться. Но опять же, обращаю ваше внимание, это не значит, что железно вот прямо сразу мы начнем как бы расти, будем расти, расти, расти. Вполне как бы евро и доллар к рублю могут и откатиться вниз. Но то, что такие позиции, это говорит о том, что либо в начале торговой сессии, либо во второй половине торговой сессии высока вероятность того, что будет задерг наверх. Ну, если даже роста не будет, то будет какое-то резкое движение и потом откат. Так, евро-доллар. Здесь, как ни парадоксально, юридические лица делают ставку на то, что евро к доллару будет расти. Но, собственно говоря, по данным СОТ СФТС, который с некоторым опозданием выходит, тоже следует, что ожидается отскок евро к доллару. Так, ну по нефти, если смотреть, то здесь, в общем-то, боковик. Ну, немножко больше шортов порезали, то есть, скорее всего, по нефти ожидают боковое движение, не ожидают каких-то существенных пертурбаций. Так, по золоту. Но по золоту здесь что-то как-то у юридических лиц не очень большие изменения. Судя по этим изменениям, ожидают то, что по золоту будет продолжение снижения. На самом деле, в текущих реалиях, я думаю, вот сейчас, как мы видели, происходило движение, наверное, 1845-1850 оно будет выступать уровнем поддержки, и скорее всего от этого уровня будет отскок. Изначально как бы я думал, что все-таки будет движение на 1804-1800, но сейчас мы по золоту посмотрим и определимся, что там будет происходить. Так, ну а по серебру наоборот ожидают отскок, порезали короткие позиции по серебру, то есть делают ставку на то, что серебро либо будет в боковике, либо отскочит. Так, друзья, далее ключевые индексы, индекс доллара. Но вот у нас закрытие на прошлой неделе, это недельный график, оно произошло именно таким образом, что нельзя сказать относительно дальнейшего движения. То есть он закрылся прямо-таки ровно над вот этой областью. Эта область, это определенная вероятность нахождения. То есть вот это движение, оно в большей степени, то, как произошло закрытие недели, указывает на то, что пойдет рост доллара ключевым валютам. Однако здесь, поскольку не произошло такого уверенного пробития, ну и закрепление хотя бы, не знаю, ну 94,7 что ли. То есть вот так однозначно сказать, что прямо на этой неделе все валюты будут к доллару падать, исходя из графика DXY, я пока не могу. Скорее здесь даже в начале недели напрашивается какой-то корректирующий откат, либо вот в этом диапазоне на 94,4 или возможно даже движение на 93,4. Так, ну и по дневкам у нас дневки указывают на то, что доллар сейчас должен ослабиться. А в каком случае это произойдет? Это произойдет в том случае, если сегодня мы увидим пробитие 94,35 и закрепление под этим значением. Если такое происходит, то у нас, скорее всего, пойдет волна на ослабление доллара.
И, соответственно, здесь у нас будет движение на 83.85, может быть, вот сюда 83.44. Если прямо в начале этой недели, сейчас мы видим пробитие 94.63, 94.65 и уход на эти значения, то, скорее всего, мы прямо сразу здесь и получим дальнейшее укрепление доллара и движение вот сюда, вот в этот диапазон. Ну вот, на 4-часовике мы как раз сейчас и видим, если здесь не пойдет сегодня движение вниз и пробой 94.35, ну 94.33, если по 4-часовику смотреть, то, соответственно, мы остаемся вот в этом диапазоне. Если мы остаемся в этом диапазоне, здесь рано или поздно будет выстрел вверх и рост. Так, друзья, далее доллар-юань, но здесь у нас на следующей неделе, судя по всему, в доллар-юань произошел разворот. И, соответственно, юань теперь будет ослабляться к доллару, если ориентироваться на недельный график. Так, но если отойти к дневному графику, то здесь у нас картина получается следующим образом, что если будет повторное пробитие 6.74 на дневках хотя бы, то скорее всего пойдет дальнейшее укрепление юаня на 6,5. Вот. Но я думаю, сейчас такой сценарий маловероятен. Здесь все-таки скорее мы будем болтаться либо вот в этой области по доллар-юань, либо уже пойдет возвратное движение, цель которого будет заход на 6.97 вот сюда вот. Так, китайский рынок сегодня в легком негативе торгуется, но пока критические значения вот эта область не пробита, соответственно, здесь высока вероятность того, что будет консолидация и движение вот в этом диапазоне. Вот как только пойдет уверенное пробитие 4470, то, соответственно, это, скорее всего, будет негативным знаком и сразу разовьется движение на 4050. Ну и как следствие будет негативная реакция на российский фондовый рынок, на российский рубль и так далее. Так, друзья, далее S&P, недельный график, но здесь у нас есть все основания для того, чтобы, если не развернуться и отскочить, то хотя бы вот в этой консолидации поболтаться. Но здесь, правда, есть негативный момент. Закрытие на прошлой неделе было ниже 3300. И, соответственно, поскольку такой сценарий был разыгран, то все-таки повторное движение и пробитие 3300 уже 3250 вот этого диапазона, оно, скорее всего, будет означать, что отскок не состоится и пойдет движение, цель которого будет первое 3032 и дальнейшее движение вниз. Так, ну а по дневкам у нас здесь все разворот, отскок локальный, и, соответственно, у этого отскока первая цель движения находится вот здесь вот на 3400. Соответственно, сценарий не срабатывает, если идет движение вниз и пробитие 3190 вот здесь вот. Цели на дневках и недельках немножко отличаются. Я все-таки склоняюсь к тому, что если будет повторно пробить диапазон 3250 и хотя бы один день будет закрытие под этим значением, то вполне вероятно, что мы увидим дальнейшее значительное движение вниз уже с целью 3030. Так, NASDAQ, но по NASDAQ здесь идет, в общем-то, попытка консолидации и отскока. Цель этого отскока ближайшая находится вот здесь, 11510. Но судя по позициям SOT SFTC, особенно американские трейдеры на отскок NASDAQ не делают. Но я все-таки думаю, что по NASDAQ, наверное, какой-то отскок задерг вверх, хотя бы на 11500. Вполне на этой неделе мы можем увидеть. Вот. Но, соответственно, сценарий не сработает, если пойдет откат, и мы получаем пробитие 10630, 10610. Так, далее VIX, недельный таймфрейм. Но здесь, в общем-то, все более или менее ровно происходило. То есть, судя по движению VIX, на этой неделе, наверное, все-таки будет какой-то боковичок, консолидация в диапазоне 31, 25,5. Если мы на этой неделе все-таки 25, 24 и 8 пробиваем, это будет достаточно негативный момент. Сразу разовьется движение на 21,2. И в случае пробития этого значения разовьется движение вот сюда, вот на 15. Вот если здесь будет пробито 20, 95, 27, то будет движение вот сюда. Но я думаю, вероятность такого процесса не очень высока. Она неблагоприятна для роста ВИКСа, но благоприятна для фондовых рынков.
Это означало бы, что будет второе дыхание и значительный рост. Здесь, скорее всего, у нас будет движение вот в этом боковике. Если какой-то негатив новостной проявляется, то, соответственно, пробитие 31 и движение в район 35-38, потом, соответственно, на 45. Вот. Но здесь по ВИКСу все-таки в большей степени напрашивается боковик вот в этом диапазоне. Хотя в целом здесь все равно идет движение на рост ВИКСа и, соответственно, на проседание фондовых рынков. Это недельный таймфрейм. Вот. Но по логике вещей должен быть какой-то отскок на рынках, и, соответственно, это боковик по ВИКСу. Так, друзья, далее рубль-доллар, недельный таймфрейм. Но здесь, видите, мы просто улетели на прошедшей неделе. Здесь и объемы были соответствующие, движения наверх. Текущее движение, которое произошло, указывает на то, что, в общем, ну здесь с рублем все понятно, будет дальнейшее ослабление. Возможно, на этой неделе мы увидим уже движение колебательное вот в этом диапазоне. Это наиболее вероятный сценарий. Ну и здесь два ключевых уровня есть. Первый это 80, второй это 82. Вот пробитие 80 это будет достаточно существенный негатив и переход вот сюда, вот в этот уровень, в этот диапазон 88-82. Ну и соответственно, если пробивается 82, то здесь как бы уже, в общем-то, возникает очень сильная паника и все полетит вверх. То есть здесь уже сверху будет ограничение в диапазоне 94-96. Так, но движение по рублю определяется, конечно же, ценами на нефть, раз, и геополитическими рисками, которые никуда не деваются, а добавляются только новые. Но вы сами видите, здесь есть все предпосылки для того, чтобы рубль в средний срок продолжил ослабление, потому как нефть не восстанавливается, судя по всему, на этой неделе, поскольку до этого не пробили, не закрепились 42.55, здесь, в общем-то, достаточно вероятно, что движение на этой неделе будет в диапазоне 41,5-42.55. Вот если бы мы пробили вот этот верхний коридор 42.55 и здесь проторговались, это было бы позитивным сигналом по нефти, и это означало бы, что нефть, скорее всего, будет восстанавливаться и двигаться наверх. Вот. Но сегодня у нас здесь раскладка такая, что, скорее всего, движение пойдет на 41.65-41.7. И, соответственно, это дополнительное давление на рубль. Так, но если нефть рассматривать более локально, то пробитие 42, вот этого значения, оно придет к тому, что сразу развивается движение на 41.6-41.5, вот сюда вот. Ну и, соответственно, если у нас здесь будет пробит 41.2, 41.1, то это придет к тому, что нефть начнет снижаться достаточно энергично, и цель движения здесь будет 39.6. А сейчас на текущий момент цены на нефть выше, чем были на момент закрытия на прошлой неделе, это позитив. Вот. Но если здесь в ближайшее время вот из этого диапазона не произойдет разворот и рост, то, соответственно, в этой ситуации, скорее всего, мы увидим дальнейшее движение на 41.6 и давление на российский фондовый рынок и рубль. Так, возвращаемся. Доллар-рубль, USD Tomorrow, уже часовой таймфрейм. Но смотрите, юридические лица делают ставку на рост доллара. Я бы так сказал, что если вот на открытии мы пойдем пробивать сразу сходу 78,4, 78,5, вот этот диапазон, то здесь, скорее всего, уже пойдет движение, цель которого будет 79,9 прямо сегодня. Вот. Если такового пробития вот этого диапазона сейчас на открытии не происходит, то здесь, скорее всего, на открытии у нас пойдет корректирующий откат. Это будет по факту пробоя вот этого диапазона 78.17, 78.05. То есть, если на открытии сейчас мы вот этот вот диапазон пробиваем, то, скорее всего, в этой ситуации произойдет задерг, цель которого будет 77, 75, 77,5. Вот сюда вот этот диапазон. Вообще, как бы, меня вот не покидает мысль, что должно быть движение на 76. Вот сюда, вот 76, 25, 76. Вот. Я ставки на такое движение в деньгах не делал. Я сделал ставку на то, что будет откат по евро-рубль. То есть, что рубль укрепится. Посмотрим, как это реализуется. Ну и по 4-часовику должен быть корректирующий откат, цель которого 77-79.
Я предлагаю ориентироваться на пробитие уровней и, соответственно, исходя из этого, принимать решения. Так, друзья, ну и вот евро-рубль. Здесь у нас, в общем-то, рост такой очень бодрый был всю неделю, недельный таймфрейм. То есть тут очередные хаи пробили, пощупали. Но если ориентироваться на дневной таймфрейм, то здесь все-таки, наверное, ожидается какой-то небольшой откат на 89, 87 вот сюда вот, может быть даже пониже. Так, но сейчас сразу скажу, что играть против валюты достаточно рискованно, то есть переносить через день и тем более через выходные. Вот там подписчик написал, зашортил доллар, что делать? Ну, смотрите, здесь, я думаю, общее правило, оно действует всегда. Лося надо резать сразу. Валюту сейчас можно шортить только внутри дня, ни в коем случае не переносить. Потому что видите, какая ситуация, один за другим геополитический риск выскакивает. Соответственно, это дополнительное давление на рубль и дополнительные риски. Поэтому, ну, я вот по себе говорю, если лось возникает, я его режу сразу, вообще без разговора. Потому как потом человеческая психология такова, что человек хочет начать усредняться для того, чтобы поймать волшебное значение и отскочить. И подобные вещи, они приводят к очень значительным убыткам. Вот. Несмотря на то, что по доллару-рубль есть цель на 76, с учетом того, что вот возник еще и новый конфликт Армении с Азербайджаном, это в потенциале может сильно негативно сказаться на рубле. Но опять же, я жду здесь движения в среднесрочной перспективе. В краткосрочной, скорее всего, здесь влияния не будет. Здесь даже, может быть, будет, как это не цинично говорить, определенный плюс для нефтяных и газовых компаний российских. Вот. Ну и возвращаясь к евро-рубль, часовой таймфрейм, но здесь ситуация, я думаю, она достаточно нехитрая. По 4-часовику назрела необходимость корректирующего отката, и цель этого отката где-то в районе 90,5-94, вот сюда вот. Соответственно, такой откат происходит, если пробитие 90,83. То есть, если на открытии 98, 90,83 мы пробиваем, то, скорее всего, разовьется как минимум задерг на 90,45, а может быть даже вот сюда. Вот. Если на открытии у нас идет пробой вот этого диапазона, то мы, соответственно, вслед вот за этим диапазоном пробьем хай и улетаем уже на 93-94. Вот. Здесь все-таки, я думаю, сценарий будет строиться таким образом, что после какого-то движения вверх и тестирования вот этого диапазона, потом уже после обеда пойдет попытка отката, пробоя вот этого диапазончика и хотя бы задерку вот сюда вот. В принципе, по евро-рубль на часовике здесь можно увидеть бриллиант при желании. Соответственно, у бриллианта как раз цель движения где-то вот сюда, вот в этот диапазон. Все, друзья, спасибо за внимание, до свидания.